В 2003 году компания Motorola, заказав разработку очередного бюджетного телефона у тайваньской компании BenQ, выпустила новую модель, привлекающую покупателей ярким дизайном и невысокой ценой. Благодаря этому сочетанию миллионы людей выбрали в качестве первого средства связи именно этот аппарат – Motorola C200. На момент появления в продаже стоимость этого телефона в России составляла около 2000 рублей. Он выпускался в 4 цветах – ярко-синем, серебристом, голубом и зеленом. Несмотря на то, что аппарат довольно простой, в памяти его справочника предусмотрено хранение до 100 телефонных номеров. Высота телефона 10,5 см, ширина около 4,5 см, вес 84 грамма, толщина устройства 2 см. Телефон оснащен монохромным дисплеем с разрешением 98 на 64 пикселя, способным отображать до 5 строчек текста. Заявленное время работы от аккумулятора на 700 мАч около 8 суток в режиме ожидания и 6 часов в режиме разговора. Снизу находится разъем для зарядки, динамик и микрофон. Справа 2,5 мм разъем для гарнитуры. Сверху отверстие для ремешка. Экран и клавиатура имеют подсветку зеленого цвета. Навигация осуществляется двухпозиционной клавишей, в центре которой расположена кнопка подтверждения. Главное меню выполнено в виде сетки из 8 иконок. Больше половины из них ведут к настройкам различных параметров. В справочнике телефона вместо единой кнопки для добавления контакта есть две отдельные. Одна для сохранения номера в память телефона, а другая на сим-карту. Необходимо указать имя контакта, номер телефона и номер ячейки в справочнике. Несмотря на указанное ограничение длины имени в 10 знаков, есть возможность ввести имя длиной до 13 символов. К списку контактов можно перейти только с главного экрана. Он объединяет все контакты вне зависимости от их расположения, но функциональность этого меню ограничена лишь просмотром номеров и совершением звонков. Так, для удаления ненужного номера необходимо перейти в раздел «Справочник» и ввести имя контакта. Поиск контактов тоже осуществляется через отдельное меню. Дополнительно возможно создать собственную визитку, узнать количество свободных ячеек памяти, скопировать номера с сим-карты в телефон и наоборот, а также перейти в журнал звонков для просмотра последних вызовов. При создании текстовых сообщений доступны два метода ввода – традиционный побуквенный ввод и интеллектуальная система iTab. К сообщению можно прикрепить смайлик из памяти телефона, а также использовать готовый шаблон. Функция SMS-чат позволяет вести переписку в удобном диалоговом формате. Чтобы начать общение, нужно ввести свой псевдоним и отправить первое сообщение, указав номер телефона собеседника. Каждый новый ответ появится над предыдущим сообщением. Раздел «Инструменты» содержит в себе меню «Игры». Среди них есть классическая змейка с регулируемой скоростью. Требуется собрать точки на поле, избегая столкновений со стенами и собственным хвостом. Данная версия игры имеет особенность. После поедания нескольких точек змейка начинает оставлять на поле яйца, неподвижные препятствия, которые тоже нельзя задевать. Чем выше выбранная скорость, тем сложнее контролировать движение и обходить растущее число опасностей. Игра «5 камней» имеет 3 уровня сложности. Требуется, играя против компьютера, помещать по очереди камни своего цвета в ячейки и первым выставить непрерывный ряд из 5 камней по горизонтали, вертикали или диагонали. Последняя игра – «Коробочный мир». Это головоломка, состоящая из 40 уровней. Необходимо, управляя человечком, передвигать коробки по лабиринту и устанавливать их на специальные отметки. С каждым новым уровнем лабиринты усложняются, а коробок становится больше. Выбор любого уровня без прохождения игры возможен через игровое меню. Помимо игр, в инструментах находится будильник, который можно настроить на однократное и ежедневное срабатывание. Сигнал прозвенит, даже если устройство выключено. Калькулятор может работать с числами длиной до 9 цифр и выполнять основные математические операции. Для выбора действия используется кнопка «Звездочка», а решетка позволяет ввести десятичную точку или добавить скобки в выражение. Также в меню функций можно обнаружить конвертер валют. Чтобы им воспользоваться, сначала необходимо задать текущий курс, а затем, после ввода суммы, выбрать валюту для пересчета.
Инструмент напоминания, несмотря на название, не является планировщиком. Он лишь подает звуковой сигнал каждый час, как электронные часы. А меню «Быстрый доступ» содержит список функций, которые можно добавить в персональное меню, которое открывается клавишами навигации в режиме ожидания. Остальные пункты главного меню отведены под настройки различных параметров. Например, в настройках звука можно выбрать сигнал вызова из широкого списка рингтонов, включающего 27 монофонических мелодий. СМС-уведомления настраиваются отдельно. Для них доступен свой список сигналов. Здесь же можно включить вибросигнал. А такие параметры, как громкость звонка, звук клавиш и выбор кнопок для ответа регулируются в меню «Профили» для каждого из 6 режимов отдельно. Также в этом разделе есть встроенный синтезатор для создания собственных мелодий. Редактор работает следующим образом. Цифровые клавиши от единицы до девятки задают длительность ноты. Во время выбора все длительности звучат одинаково, поэтому для проверки нужно перейти в режим воспроизведения. Повторное нажатие той же кнопки меняет высоту ноты. Клавиша 0 добавляет паузу и устанавливает ее длительность, а решетка повышает ноту на полутон. Всего можно сохранить до 5 мелодий продолжительностью не более 24 секунд каждая и установить любую в качестве рингтона. Меню «Сеть» позволяет выбрать оператора связи вручную. По умолчанию телефон при запуске соединяется с сетью автоматически. В меню «Защита» можно включить запрос пин-кода, установить код телефона, заблокировать сим-карту, а также ограничить входящие и исходящие вызовы. В разделе «Функции вызовов» находятся счетчики длительности и стоимости разговоров. Включается переадресация, устанавливается запрет на определенные типы вызовов и отключается определение своего номера. Последнее меню содержит остальные настройки телефона. В нем можно установить экранную заставку, в качестве которой доступны 2 анимированных варианта и аналоговые часы. Можно включить показ даты и времени на главном экране и настроить их в этом же разделе. Управлять блокировкой клавиатуры, выбрать язык пользовательского интерфейса, настроить режим ввода, включить ежеминутное оповещение во время разговора и автоматический повторный набор номера при неудачной попытке соединения, а также управлять продолжительностью работы подсветки. Завершает список настроек функция сброса всех параметров до заводских значений. Motorola C200 привлекал внимание не только ярким дизайном, но и низкой ценой. В 2003 году, при появлении в продаже, он установил новую ценовую планку, оказавшись дешевле таких популярных моделей, как Nokia 3310, Siemens A50 и Alcatel One Touch 310. Примечательно, что через год, когда стоимость C200 снизилась до 1500 рублей, ситуация не изменилась. Nokia 3310, несмотря на 4 года присутствия на рынке, по-прежнему стоила больше 2000 рублей. Другие бюджетные модели, вроде Siemens A52, Nokia 1120 и LG B1300, тоже были чуть дороже C200. В то же время Motorola представила 2 новые модели C115 и C205, которые наряду с C200 дополнили линейку такими же доступными телефонами, но в новом дизайне.